Здравствуйте, дорогие друзья, любители текстиля. Сегодня мы продолжим историю про Наполеона, его хлопковых войнах и невиданной премии в 1 миллион франков изобретателю льнопрядельной машины. Дело в том, что во время войны с Англией хлопка у Наполеона не хватало, его просто не было своего хлопка. Шерсти своей тоже было мало. Шелк — это вообще элитное волокно, а из льна не умели делать пряжу машинным способом, получали пряжу только на ручных прялках и, соответственно, нужды французской промышленности не обеспечивались. И вот Наполеон обещает премию в 1 миллион франков тому изобретателю, который предоставит проект самой лучшей льнопрядельной машины. В чем же вообще заключалась сложность переработки льняных волокон? Проблемой переработки льна является то, что у него очень грубые технические волокна, из которых невозможно просто так получить тонкую пряжу на машинах. А вручную это было возможно. Инженеры того времени пытались перерабатывать волокна льна на хлопкопрядельных машинах и приспособить хлопкопрядельные машины для льна, что в принципе было ложной предпосылкой. Потому что никто не мог догадаться, что льняное волокно, оно техническое и оно состоит из множества элементарных, только нужно разделить эти волокна друг относительно друга. Тем не менее, в конце 18-го, начале 19 века уже имелся ряд патентов и французских, и английских, и шотландских для различных механизмов по переработке льняных волокон. В 1802 году в парижской лаборатории знаменитый химик Гей-Люсак проводил опыты с выворкой и выщелачиванием льняных волокон. В результате им придавался вид хлопок. По сути, это была химическая катонизация. Но волокна приобретали только хлопковый вид. На самом деле Гей-Люсак не учел, что кроме химической обработки необходимы еще и специфические условия чесания и прядения льняных волокон, так как у него просто другие природные свойства. Француз Альфонс Леруа впервые поставил вопрос, в чем же причина того, что из волокон льна нельзя сплести пряжу на хлопкопрядельных машинах. В результате на основе опытов Гей-Люсака родился метод химической подготовки льняных волокон в прядении, который был доработан Леруа и братьями Жерар. Патент Альфонсу Леруа на обработку льняного волокна был выдан 20 марта 1807 года, а постановление о вознаграждении в 1 миллион франков было опубликовано во Франции 12 марта 1810 года. И ровно через 2 месяца, как об этом узнал и французский инженер-химик Филипп Жерар, он за 2 месяца находит решение и уже подает заявку на патент. По его словам, несовершенство английских машин для прядения льна было настолько очевидным, что он легко их доработал для того, чтобы на машине можно было получать тонкую льняную пряжу. И в результате, после всех неудавшихся попыток получить вознаграждение, создать эту машину, это получается у Филиппа Жерара. Необходимо несколько слов сказать об этом замечательном и интересном человеке, ибо его жизнь и судьба действительно этого достойны. Жерар Филипп – один из величайших изобретателей своего времени, как неоцененный при жизни, так и практически позабытый потомками после смерти. Он родился в 1775 году в семье гренобльского буржуа в городе Лурмарен. Получил строгое католическое образование, но несмотря на это еще и литературное, художественное и даже научное. С детства он был очень одаренным подростком, изобретал какие-то водяные колеса у себя в саду, сконструировал турбину, использующую силу волн. В 18 лет он уже изобрел станок для резки твердых камней. Ну, конечно, был мастером на все руки, который интересовался машинами, машиностроением. Поэтому отец отправил его в Монпелье изучать медицину по его решению, но после смерти матери Жерар Филипп от этого отказывается и поступает на курсы скульптуры в Марселе. Во время французской революции он с братьями участвует в восстании федералистов в Тулоне. Восстание разгромлено, и он получает убежище на испанском корабле, который отвозит его на остров Майорка. Чтобы выжить на острове, он рисует и продает портреты, а затем, благодаря знаниям химии, со своими братьями открывает мыловаренный завод в Ливорно. Спасаясь от беспорядков, он бежит в Ниццу, где получает кафедру химии и естествознания. Но после государственного переворота во Франции он снова возвращается в Париж, чтобы продолжить свое образование. Вот такой
стремящийся к знаниям был человек. В 1806 году он изобретает гидростатическую лампу, какие-то колбы для освещения, что было тогда революционными открытиями, и даже новую модель паровой машины. Но, тем не менее, некоторые из его изобретений были украдены, даже несмотря на то, что он защитил их патентами. Примерно в это же время Жерар узнает о обещанной награде в 1 000 000 франков. Шутка ли? Целый миллион. Конечно, это огромные деньги для того времени, и Жерар сразу же начинает опыты со льном. К слову сказать, он никогда не сомневался в том, что именно он выиграет этот конкурс и получит миллион. Всегда был в этом уверен. Он начинает вытягивать волокна льна, скручивать их, замачивать, растягивать для того, чтобы получить тонкую и прочную пряжу. И в итоге он создает подходящую машину, и 28 июля 1810 года братья Жерары уже получают патент от французского правительства на льнопрядельную машину. Далее в 815, 812, 820 годах он создает дополнение к своему патенту, которые еще более улучшают конструкцию этой машины, и по сути Жерар становится родоначальником мокрого прядения льна. В первой части своего патента Жерар описывает свойства льняного волокна так же, как и Леруа, и формулирует задачу расщепления технических волокон на элементарные. Он пишет, что вещество, связывающее элементарные волокна льна, может быть уничтожено различными агентами. Например, обычная чистая вода достаточно быстро растворяет его, а горячие щелочи уничтожают его практически моментально. То есть, погружая волокна льна в жидкость, раз за разом можно расщеплять технические волокна все более и более мелкие, пока мы не получим волокна длиной 4-10 см, далее не поддающиеся расщеплению. Далее, согласно патенту Жерара, пучки расчесанного льна по возможности единообразной формы передаются одним рабочим другому. Эта работа может быть поручена даже детям, которые опускают их в воду и треплют своими мокрыми руками. После этого третий рабочий погружает пучки на несколько минут в горячий раствор. Далее существует 4 способа машинного прядения льна, приготовленного таким способом. И только в третьем дополнении к этому патенту Жерар предлагает механический игольчатый гребень для расщепления технических волокон, который лег в основу льнопрядельной машины. Кстати, этот же принцип предлагал и Леруа. В дальнейших дополнениях он предлагает перед прядением еще одну химическую обработку льняного волокна, которая позволяет получить пряжу 25-50 текс, то есть ту, которая была объявлена в конкурсе Наполеона. Однако скорость его открытия вызывает подозрение у жюри, и он не получает денежное вознаграждение, соответственно, остается без миллиона. Ставятся новые условия, дата закрытия конкурса переносится. Уверенный в том, что он выиграет эти деньги, он возобновляет свой проект и на деньги своей семьи открывает 2 прядельные фабрики в Париже, на которых в мае 812 года он получает образцы льняной ткани и передает их императору Наполеону. Он очень рассчитывал на призовые деньги и, чтобы оплатить свое изобретение, влезает в серьезные долги, которые вызовут у него потом много проблем. Его машины готовы только к лету 1811 года. Они не принимаются жюри. В результате он не получает опять денежный приз, не получает признания, и из-за нехватки средств он вынужден войти в компанию в долю с несколькими французскими капиталистами. Однако прядельная фабрика на 2000 веретен и 300 человек не получает коммерческого успеха, и Жерар вынужден продать свои права на фабрику компаньонам. Тем не менее, несмотря на вмешательство высокопоставленных друзей, Жерара арестовывают за долги и заключают по требованию кредиторов в тюрьму в Сент-Пелажи. Отчаявшийся Жерар, первый раз поправ любовь к родине, продает через своих компаньонов свое изобретение льнопрядельной машины за 25 тысяч фунтов стерлинга некому англичанину по имени Гораций Холл. Он передает все права на свой патент. 25 тысяч фунтов стерлингов тоже сумма по тем временам достаточно немалая, и она позволяет Жерару начать выплачивать долги. Попав в Англию, этот патент вызвал там ажиотаж, и в 1825 году Джон Кей, тоже изобретатель достаточно известный того времени, получает патент на машину мокрого прядения льна,
котором кроме химической подготовки он еще предлагает вытяжной прибор с разводкой между цилиндрами 63 мм, благодаря чему дробятся технические волокна на элементарные. Но его патент был очень сильно похож на патент Горация Холла, то есть, читаем, Жерара. И в результате кейс судился с 1825 по 1941 год, почти 20 лет, с патентным комитетом, с инженером Джоном Маршаллом из Лидса за использование его изобретения. И в итоге все-таки этот суд проиграл. Ну а что же Жерар? Отсидев честно, он выходит на свободу в 1815 году и чувствует некое отвращение к Франции после всех этих историй, и поэтому принимает приглашение австрийского императора Франсуа II и вторично предает интересы Франции, отправляясь в Австрию. Вместе с братом Франсуа Жозефом и его сыном Анри они поселились в Хиртенберге и опять основали льнопрядную фабрику. В 1900 году торговая палата Лиля отчеканила медаль с изображением Жерара. Он уже в возрасте, сидит в цилиндре на границе Франции и грустно смотрит на все происходящее, а за его спиной дымятся трубы текстильной фабрики. Он начинает потихоньку выплачивать долги, появляются какие-то деньги, и в это же время французские власти выставляют на продажу его семейный дом во Франции. В это же время, в 1815 году, отрекшийся Наполеон бежит с острова Эльба и попадает во Францию, начинаются знаменитые 100 дней его правления. Это абсолютно удивительно, но в течение этих 100 дней, когда у него огромное количество политических и экономических вопросов, он вновь объявляет конкурс на создание льнопрядельной машины. Но, увы и ах, Наполеон летом 1815 года разбит под Ватерлоо и сослан на остров Святой Елены, где умирает в ссылке в 1821 году, так и не узнав об изобретении льнопрядельной машины, которая, впрочем, не сделала Францию страной экспорта независимой от хлопка. Разумеется, во Франции после реставрации власти Бурбонов не до льнопрядельной машины, и империя вновь отказывает Жерару в выплате его премии, даже при падении империи. В 1817 году ностальгирующий и жаждущий справедливости Жерар возвращается во Францию с готовым прототипом прядельной машины. Власти отказывают ему в очередной раз. Он ждет, что же произойдет дальше, и после некоторого улучшения политической ситуации в стране Жерар основывает ткацкую фабрику в Лиле, которая в принципе достаточно быстро обанкротилась и разорилась. Разочаровавшись в льнопряdenии в очередной раз, в 1818 году Жерар немножко переобулся и основал проект пароходства по Дунаю. Спасает ситуацию офицер и друг изобретателя, живущий в Польше, барон-полковник Пьер Галише, который, узнав о несчастьях Жерара, уговорил его приехать в Польшу и познакомить с предпринимателями и банкирами. Польша в то время входила в состав Российской империи, и вот по приглашению царя Александра Жерар приезжает в Варшаву в 1825 году для содействия в развитии текстильной промышленности. Третий раз, презрев интересы Франции, он становится советником польского правительства и в 1825 году основывает льняной центр, а в 1831 году в деревне Руда-Гузовска основывает льнопрядельную фабрику. В 1830 году Жерар участвует в польском ноябрьском восстании против власти России, которое, впрочем, в 1831 году было жестоко подавлено в кровавой бойне русским генералом Паскевичем. Лишенный всех своих изобретений, Жерар взялся доказать, что он является их автором, и в результате Общество поощрения промышленности награждает его золотой медалью, что, в общем-то, все равно не повлекло за собой признание его многочисленных заслуг французским правительством. В Париж он возвращается только в 1844 году, сразу представляя на Всемирной Парижской выставке целый ряд изобретений. Приезжает он туда с новыми планами открытия новых прядельных фабрик. И в это же время
он узнает, что некоторые французские кредиторы до сих пор ждут от него выплаты долгов. Тогда же французское правительство признает, что механическое прядение для получения льняного волокна по праву принадлежит изобретению Филиппу де Жерару. В 1845 году за него вступился король Луи Филипп, и Жерар даже начал получать небольшую пенсию, но через 6 месяцев он умер. Помимо льнопрядельной машины, он был автором огромного количества изобретений, чего там только не было. И метеорограф для измерения температуры, и машины для решения уравнения, и машина для токарной обработки прикладов ружей, для извлечения свекольного сока, для улучшения звука фортепиано и так далее. Гениальный был человек, о чем говорит эта мемориальная доска. Миллион за выигранный конкурс он так и не получит, так же как и пенсию. Трижды министр торговли откажет ему в ордене почетного легиона. 28 августа 1845 года он умирает в доме одной из своих племянниц и будет похоронен на кладбище Пер-Лашез. В мае 1847 года по своему завещанию его прах перенесут в родной город Лурмарен. И только в 1853 году при новом правительстве Наполеона III его семье удается выбить небольшую пенсию в знак его огромных заслуг перед Францией в 6 тысяч франков. Конечно, это не миллион, но все же этого хватало на дальнейшую безбедную жизнь его семьи. Вот такая мемориальная доска была прикреплена к старой фондовой бирже Лилля. Кстати, поляки молодцы. И город, который вырос на месте маленькой деревни Руда-Гузовска, в его честь был назван городом Жерардуф. Сейчас этот город является спутником Варшавы. Там же установлен памятник изобретателю и музей льнопрядельной фабрики. В 18 округе Парижа находится школа, которая названа в его честь, а в 1882 году на Авиньонском вокзале также был открыт памятник изобретателю. Какой вывод можно сделать из этой увлекательной истории? Согласитесь, она почти детективная. Предоставляю это вам, дорогие слушатели и мои зрители. Пишите об этом в своих комментариях. Всего хорошего. До новых встреч.